Ладно, теперь переходим к плюсам. Вообще, из-за чего я переезжала в Грузию? Почему я поехала в Грузию? Потому что здесь солнце, здесь вкусная еда, здесь офигенная погода. В целом, это все из-за того, что из-за чего я переехала. Погода, солнце, ну, можно это в одно, но в целом, что погода здесь хорошая, солнце светит 99% времени. И горы, море недалеко, дешево, вкусная еда. Говорят многие на русском языке, либо русский, либо английский. То есть, если вы даже не знаете грузинского, знаете русский, если вам это не помогает, то английский. Сейчас тут такое, что если, например, в аптеках и в магазинах типа там H&M, ну, в торговых центрах, в магазинах обычно говорят на английском. То есть на русском почему-то не принято. Либо не говорят они, я не знаю, но мне кажется, какая-то такая политика сейчас не говорить на русском. Но если вы идете в кафешку, просто в магазины там продуктовые, в целом с 90% вероятностью там говорят на русском и нормально к этому относятся. Ну, если не говорят, то по-английски в целом можно разъясниться. Кстати, в Питере в последние годы я ощущала такую жесткую паранойю, когда выходила на улицу из-за того, что везде вот эти там что-то менты ходят. Как-то вот очень небезопасно я себя ощущала. И плюс здесь тоже в том, что как я только вот приехала, пошла гулять и наблюдала, что молоденькие девочки просто гуляют по городу там в темное время суток, и им нормально. То есть моя паранойя со временем тоже ушла, я могу здесь гулять и в темное время суток, одна могу гулять. Чувствую себя довольно-таки безопасно. Иногда, конечно, моя паранойка всплывает, но это уже, мне кажется, какой-то посттравматический питерский синдром. В целом здесь довольно безопасно. И вообще Грузия по безопасности довольно-таки высокий рейтинг безопасности. Можете погуглить. Я не гуглила. Кто-то за меня гуглил. Возможно, я гуглила, но уже забыла. Не суть. Идем дальше. Еда. Вкусная еда. Очень вкусная еда. Знаете, я когда приехала, не говоря даже там про овощи, про мясо, про фрукты, я попробовала яйца, обычные куриные яйца. Я попробовала, отварила яйцо, и оно на вкус было вкуснее. Я не знаю как, оно как будто было, знаете, такое даже сладковатое. Ну, не то, что какое-то там приторное сладкое или странное сладкое, но как будто бы просто, не знаю, вкуснее. Вот вкуснее здесь еда. Овощи давно уже в Питере, мне кажется, все овощи это просто вода на вкус. Здесь я наконец-то вспомнила вкус помидора, вкус огурца, еда вот такая вот. Ну, хинкали, хачапури, конечно же, все это вообще просто отвал башки. Еда, да. Кстати, достаточно тоже овощи, фрукты здесь дешевые. Особенно вот около нашего дома магазинчик такой маленький, там мужичок продает фрукты, овощи. Да вообще, ну, копейки. Набираешь себе фруктов, овощей, выходят сущие копейки. Вот архитектура очень красивая, реально напоминает некоторые улочки напоминают Питер, некоторые напоминают вообще Европу, где-то там Испанию. Кто-то вот, я гуляла недавно со знакомой, она приезжала. Гуляли, она говорит, вот это вот напоминает Францию, да. Ну, то есть здесь очень-очень красивый старый город. Гулять можно бесконечно, радоваться. Очень красивые здания. Не знаю, обожаю просто. Вот я каждый раз выхожу, выезжаю в центр, я иду, и я просто вслух даже говорю, господи, какая красота. Реально, вот Тбилиси очень красиво, очень. Эти закаты, эти горы просто, вот, которые торчат на горизонте, это вообще просто офигенно. Плюс, кстати, из-за того, что гористая местность, вот я сижу, да, на 3-м этаже, я вижу просто вот дома какие-то там вдалеке, вот они, вот так вот горочка там идет, да, и
Я просто наблюдаю многослойность местности. Я вижу вот напротив моего окна, я на 3-м этаже, напротив моего окна, вон там вот автобус что-то ездит, люди ходят. То есть нет вот этой какой-то плоскости, нет того, что ты смотришь в окно и ты видишь там чужое окно или там ничего, или просто дерево. Кстати, насчет деревьев, у меня тут под окнами растет кедр, гигантский просто, величиной с это здание. Тут, кстати, многие вообще деревья, елки, все это очень высоко, просто выше зданий. Это очень круто, мне это очень нравится, что здесь очень зелено. В центре, весь центр зеленый. Куда ни пойди, наш двор очень зеленый. Здесь вообще не принято, мне кажется, вырубать ничего. Кстати, около дома тоже есть стройка. И прямо около стройки этой вот там растут гигантские эти деревья. И как бы их вообще не трогают. То есть тут как-то вот обходят вот эти вот деревья, чтобы что-то там построить. Центр тоже весь зеленый. Обожаю запахи вот эти вот. После дождя вглядываешь, пахнет деревней. Ну, в плане не чем-то там плохим, а вот какой-то вот такой вот запах деревенский. Я просто помню с детства вот этот запах как будто бы вот свежести и чего-то здорового, не знаю, прям природа. Пахнет природой, очень круто. Да, природа очень красивая, красота вообще повсюду. Кстати, тут тоже ботанический сад, здесь очень красивый, с водопадами, просто гигантская территория. Там растут различные растения, цветы, можно гулять. Я как-то пошла вечером туда, мы что-то там даже заблудились. В итоге мы вышли оттуда в 2 часа ночи. Прекрасно, было очень красиво. Там еще была такая смотровая площадка с качелями. Блин, я не знаю, просто вот куда ни пойди, везде просто офигенские. Вот эти, кстати, виды, если ты выезжаешь куда-то за город, виды на город. Мамма мия. Мамма мия. Текс, идем дальше. Транспортная доступность. Здесь есть метро, стоит 1 лари проезд в одну сторону. Проезд на автобусах тоже 1 лари, расплачиваться можно по карте, прикладываешь свой телефон и все, и поехал. Все тоже очень быстро, я хожу на свои тренировки, не знаю, выхожу за 20 минут тренировки, приезжаю за 10 минут тренировки, ехать 5 минут, тут очень, в этом плане все очень доступно. Отдельные вот эти вот линии для выделенные полосы для автобусов. То есть даже в час пик, прям очень долго стоять не будешь. Но если, например, 2 года назад я больше пользовалась такси, потому что оно было очень дешевое до войны, после войны, конечно, такси немножко подорожало. Сейчас, если это час пик, да, то капец вообще. Капец. Цены выросли в 10 раз на такси. Иногда можно, но лучше, не знаю, мне кажется, на метро доехать куда угодно. Здесь вообще достаточно быстро. Кстати, из-за того, что город не очень большой, здесь он как бы такой не маленький и не гигантский. То есть здесь можно погулять и в центре, и потом дойти до дома пешком. Если у вас прям такое гулятельное настроение, то в целом и из центра можно дойти пешком. Это, правда, займет какое-то время, скорее всего, вы устанете. Но anyway, мне это очень нравится. Мне нравится, что город не такой гигантский. Например, в Питере мне приходилось выходить за 1,5 часа, иногда за 2 часа, если мне куда-то надо было ехать, да, пока доедешь до метро, пока едешь на метро, пока вот эта вот пересадка гигантская, пока опять доехал на метро, потом опять на автобус или идти там 1000 лет. Здесь в этом плане вообще круто. Метро быстрое, куда бы ты ни поехал, достаточно быстро там доезжаешь. Не знаю.
Если, конечно, ты не едешь куда-нибудь в Дидигуаме, тогда, скорее всего, надо будет типа, немножко подольше. Так, хочу поговорить в целом о людях, наверное. Люди здесь достаточно открытые, добрые. Мне нравится, знаете, что здесь есть какая-то вот эта вот объединенность, что ли. То есть, например, если ты идешь вечером в парк, ты просто там, не знаю, мне кажется, каждый вечер в парках, во всех парках Тбилиси начинается движуха. То есть люди после работы, они не сидят дома, не смотрят телевизор, они идут в парк и социализируются. Взрослые, дети, семьями там сидят, пьют вино, играют в шахматы, катаются на скейтах, вообще что угодно. Вот реально, если бы я сейчас пошла в парк, 100% весь парк был бы в людях. Ну, 100 пудов весь парк в людях. Каждый, вот сколько бы я ни ходила в парк, вечерами это время людей. Они после работы все идут в парки, гуляют. И это очень круто, мне это очень нравится. Как бы такое ощущение, что ты чувствуешь себя в безопасности. Вот ты идешь в парк вечером, если хочешь там погулять, да. Ты идешь в парк, и ты чувствуешь себя в безопасности, потому что там миллион людей, все очень доброжелательные, все там что-то чилят, что-то люди кричат на улице, тоже какой-то праздник или что там происходит, не знаю. Помимо того, что у них есть вот эти вот объединенности в парковых зонах, в целом тут периодически происходят вот эти вот мирные шествия, митинги. Все это очень хорошо организовано. То есть, если, например, какой-то митинг, все они собираются, идут по Руставели, там по главной улице, в общем, в городе. И что мне нравится, так это то, что полицейские, они охраняют этих людей. То есть они перекрывают дороги, и они сами вот так вот стоят вдоль людей, вдоль вот этой колонны, чтобы, например, там машины, если рядом проезжают, если, например, не полностью перекрыта дорога, они разделяют дорогу надвое, да, они стоят вот так вот и смотрят, чтобы люди, там, не дай бог, там, не выскочили на проезжую часть, еще что-то. В общем, выглядят они достаточно доброжелательно. Это не то, чтобы, знаете, там какие-то роботы. Не знаю, я в Питере вот сколько видела, если менты стоят вдоль дорог, потому что что-то там происходит, там президент едет или еще что-то, то такое ощущение, что они реально роботы. Вот они стоят вот с таким вот лицом, как будто бы, не знаю. В общем, вы поняли, да, с таким вот лицом не очень доброжелательным. Здесь видно, что как будто живые, как будто живые люди. На самом деле это живые люди, то есть даже полицейские, они просто стоят там, что-то общаются с гражданами, что-то между собой общаются, смеются, ходят там, что-то смотрят. Я не знаю, вот такое ощущение, что реально люди как будто бы живые. Нет вот этой вот роботности. Нет не роботы, в общем. В общем, не роботы. Не роботы. Ну и вообще то, что, да, митинги происходят, это, кстати, очень круто, что где есть свобода слова. Это самое главное, я считаю. Так. Да, chill vibe. Chill vibe. Про агрессию, кстати. Агрессию. Максимальная агрессия, которую можно увидеть, мне кажется, на улице, это когда два грузина просто орут друг на друга. Это тоже редко бывает. Редко, но метко. Нет такого, что кто-то дерется постоянно, и чтобы кто-то дрался, вообще ни разу не видела. Но да, грузины очень эмоциональные, если они там хотят что-то сказать, доказать, они будут кричать очень громко, но в целом никто драться или что-то не полезет. Чрезвычайной агрессии я тут не встречала. Возможно, это только я, не знаю. Но мне вот так вот показалось, что люди тут просто, если какая-то агрессия, то надо просто проораться, и все будет хорошо. Так. Тут, кстати, очень много
праздников различных. И если тут праздник, все это весь город на улице, там все дороги перекрыты, все вот эти ярмарки, все там что-то продают свои изделия, какие-то вот эти вот, ну, ярмарки вообще, не знаю, мне очень нравятся ярмарки. Очень много здесь креативных людей, что-то они там делают, кто-то свечки, кто-то там что-то вышивает, продает. Мне это очень нравится. И праздники здесь достаточно частые, и они прям, ну, размах у них такой, конечно. Поговорим давайте про дороги. Дороги нормальные. Но люди здесь, как я замечала, что они к правилам относятся, ну, типа, пофигисты они насчет правил. То есть тут больше идет такое, что тут любят пропускать, тут всех в целом пропускают, да, даже если кольцевая, там никто не смотрит на правила, типа там право, лево. Просто они как-то друг с другом общаются, смотрят, видят, кто там резкий, кто не резкий, кто поедет, кто не поедет. Как-то они так вот договариваются, ментально, в общем. Сигналят очень много на дорогах, мне кажется, так они тоже общаются. Типа, кто там, чё куда, кто поедет. Но если, например, сравнивать с другими странами, где правила не очень там соблюдаются, например, там та же Турция, да, в Турции там больше такое, ну, людей там, как я помню, не особо пропускают, да, там больше какая-то такая напряжуха, хоть и немножко напряжение чувствуется. Здесь люди вообще ходят, переходят дороги вообще в любых местах, всегда пропускают, нет никаких вот этих вот гневных водителей, все достаточно... Они, видимо, уже привыкли к этому, что люди здесь везде ходят по дорогам. И автомобилисты, они относятся к этому, ну, как типа, окей. Никто там не будет орать, просто все аккуратно ездят, внимательно, и все ок. Все ок. Вроде бы. Я, конечно, против такого, но тоже иногда здесь бывают просто такие места, где непонятно вообще, где переходить, куда, как переходить. Вот. Ну и в такие моменты ты просто идешь, и как бы все тебя подождут, пока ты перейдешь. Но это не призыв переходить дорогу в неположенных местах. Здесь есть и подземные подземные переходы, и зебры, и светофоры, все это есть, так что по возможности, пожалуйста, ходите как нужно. Насчет аптек хотела поговорить. Очень здесь крутая тема, что здесь очень часто скидки в аптеках доходят там, до 50%, иногда до 70%, и это очень здорово, практически вообще на все. То есть, если там я могла купить там свои умывалки, всякие вот штучки, косметику аптечную, там, за одну цену, в такие вот скидочные дни ты можешь купить 2 по цене одного, и будешь вообще доволен как слон. Доволен как слон. Ну и, конечно же, доступ к лекарствам. Когда сюда ехала, я принимаю антидепрессанты, у меня есть рецепты. Я сюда ехала, я боялась, что здесь нет лекарств нужных мне, или что мне, я не знала, куда вообще идти, к психиатрам, не к психиатрам, сработает ли наш рецепт тут или не сработает, что-то как. В общем, здесь лекарства продают без рецепта и вообще могут привезти вам на дом. Я в целом так и живу, я просто заказываю нужные мне лекарства на дом, как любая доставка еды, все это доставляется. Так что, если вы тоже принимаете какие-то лекарства, не бойтесь, скорее всего, тут все есть. Можете погуглить, на самом деле. Все лекарства, которые я когда-то принимала. Все нормально. Все нормально. Блин, это видео такое длинное. Я думала, что я запишу минут на 10. Но у меня, такой лист гигантский вообще, этих плюсов, минусов. Здесь достаточно большое русское комьюнити. Вам здесь не будет грустно и скучно, если вы такой печальный, один русский, приедете сюда без друзей, без никого. Здесь огромное русское комьюнити. Просто идете куда угодно,
заходите в чатик, в любой чатик Тбилиси, и все, и вы можете найти там всех друзей, кого угодно. Плюс многие разговаривают на русском. Это, кстати, очень облегчает жизнь. Очень облегчает, поэтому и работу можно найти, и все остальное. Кстати, можно тут довольно-таки легко открыть бизнес и открыть ИП. Тут налог на ИП 1%. Для тех, кто собирается сюда открывать бизнес, пожалуйста, welcome, все это очень быстро делается. Ну и, конечно же, для шопоголиков. Все магазины, которые больше нет в России, они все тут есть. Кроме Икеи. Икеи здесь нет, но здесь есть большой магазин Горгия и еще парочка магазинов, где в целом похожий стиль. То есть можно... Тут даже есть магазин, в который привозят из Икеи что-то. Там, конечно, он не очень большой, он достаточно маленький. Но в целом можно найти в стиле Икея. Про природу, ну вы, наверное, поняли. Природа восхитительна, горы, море, озера. Все это есть, леса. Вообще все, что хотите, все есть. Очень красиво. Если, например, тоже ехать там куда-нибудь в сторону Армении, Азербайджана, по дороге вы офигеете просто от красоты. Я вот сколько ездила на Визаран, я просто офигевала. Кстати, про Визаран. Достаточно это просто все делается. Я не знаю, очень многие что-то паникуют из-за Визарана, что их не пропустят или еще что-то. Просто выезжаете в Армению, говорите, я на Визаран. Все, вас выпускают и обратно также. Заходите. Это вообще делается за час все. Так что не бойтесь, Визаран наше все. Парки, да, парки тут очень хорошо оборудованы, поэтому весь город просто в парках сидит. Молодежь открытая, молодежь, кстати, я вообще удивилась. Я думала, что она не такая открытая, а молодежь просто офигенная, все красивые и добрые. Мне все нравится. Если я что-то забыла упомянуть, скажите в комментариях. Я, может, еще что-то расскажу. Но мне кажется, это просто все, что я вот смогла вспомнить, я написала. Кстати, про безопасность. Здесь из-за того, что достаточно консервативные люди, но здесь есть то же самое ЛГБТ-комьюнити. Если вдруг кому интересно, здесь проходят ЛГБТ-фесты, и они очень хорошо обезопасены. Так сказать. Один раз я даже попала на этот ЛГБТ-фест. Нас проверяли, наверное, 5 раз сотрудники полиции, что, в общем, отбор на этот фест очень строгий. Правда, в этом году такие противники ЛГБТ выяснили, где это будет проходить, и они разгромили фестиваль еще до того, как туда пришли люди. Они просто разворовали там еду, воду, в общем, все это расфигачили, и фест, кажется, отменили. Кажется, да. Но в целом комьюнити тут такое тоже есть, поэтому если вы представитель ЛГБТ, добро пожаловать. Вас здесь будут защищать, насколько это только возможно. Вроде бы все сказала, не знаю, мне кажется, все, что смогла, все сказала. Приезжайте в Грузию, здесь очень круто. Я, честно говоря, минусы я вот прям выдавливала из себя, потому что в целом я тут не вижу минусов. То есть все минусы мною перечисленные, это вообще ничто. Потому что для меня здесь именно главное была вкусная еда, солнце, люди, горы, море недалеко. Все, безопасность. Я тут чувствую себя в безопасности, мне здесь хорошо. Кстати, моя депрессия прошла, как я только приехала сюда. Через какое-то время она прошла, и воля. Спасибо солнцу и витамину D. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было не очень скучно. Буду отправлять это видео всем, кто спрашивает у меня, что как тут вообще в Грузии, в Тбилиси. Здесь шикарно, приезжайте и сами в этом убедитесь. Грузия One Love. Тбилиси просто офигенный. Всем советую.